Всем добрый день. Точнее, скоро вечер, но пока еще день. Перед вами Афина, Афина Паллада. Богиня мудрости, мудрых знаний, воинственной мудрости. Поскольку свою мудрость, свои знания нужно отстаивать. Нужно пробивать дорогу и не быть робким и беззащитным, поскольку мудрые, умные люди, они, как правило, мишень. Мишень у безмозглого человека, у безмозглой толпы. Поэтому Афина воинствующая мудрость. То есть она свою мудрость отстаивает своим копьем, своими познаниями и своим сильным характером. Она дочь Зевса, рожденная из его головы, из его мыслей, поэтому она носитель мудрых знаний, целомудрия и прочее. Богиня, которая к тому же дарует победу, близкая подруга Ники, соратница Ника ее. Иногда ее изображают на руках маленькую Нику, то есть ее огромную статую с маленькой Никой изображается. Шлем, копье и вообще воинское снаряжение говорит о том, что она дарует еще и доблесть, и победу. Одним словом, Афина Паллада. Почему я именно выбрала ее? Потому что я буду сейчас рассказывать о мудрости и о том, что магия должна идти вперед и не оставаться средневековой только. Хотя хочу вам сказать, что древние заклятия, заклинания, они сильнее. И если на основе этих древних строится новое, да, например, очень многие мои работы строятся на древних обычаях, на древних традициях, верованиях и прочее, и вызовах, гимнах к богам. Поэтому они сильны, поскольку обладают энергией тысячелетия. Существует такое понятие «нано». Оно трактуется по-разному. Кто-то трактует как частица какой-то атомной частицы. Есть греческое название «маленький» переводится, «малый». Есть современная трактовка этого слова, означает «новизна». Все, что новое. Так вот, есть такое понятие, как наномагия, новая магия или новая сфера магии. Это когда магия приспосабливает под себя новые понятия. То есть древние заклятия, заклинания, да, воздействие на человека, на мужчину, на женщину, призыв денег, воззвание к богам, к демонам, к темным силам и прочее, это все отлично работает. И этим можно пользоваться. Но есть такой момент. Очень много появилось современных технологий, очень много появилось нового. И это все имеет место быть. Это часть нашей жизни. Ну, например, паспорт. Паспорт – это наша мини-жизнь. То есть паспорт в себе вбирает всю нашу биографию. Это практически наша маленькая жизнь, что находится там, написано. И призыв определенной удачи на свой паспорт – это призыв на свою судьбу, на свою жизнь. Потому что в паспорте содержится вся наша жизнь, вся наша биография. Я помню, какие-то опущенные существа высмеяли этот ритуал, сказав, с паспортом ритуал еще осталось с туалетной бумагой. Но, может быть, они свою судьбу, свой паспорт, свою биографию сравнивают с туалетной бумагой, еще и с грязной, да, использованной, может быть. Это уже подсознательно говорит, как они к себе относятся. Они относятся к себе как к туалетной бумаге. Я лично считаю, что мой паспорт, моя личная биография – это святая святых. Это мое, это то, что связано с моей судьбой. И то, что там написано, твой ребенок, твой брак, разрыв брака или новый брак и так далее, это все говорит о твоей судьбе. А значит, это мини-ты, это маленькое ты, находящийся в паспорте. Я говорила, что в паспорте нельзя хранить бумаги. Например, некоторые по привычке суют туда бумаги, кассовые чеки и так далее. Да, вот взяли, положили в паспорт, чтобы не забыть. Так оно и остается.
это забирает энергию, забирает денежную силу с вас, потому что это чеки оплаченные уже, а может, вы кому-то были должны, отправили эти чеки, храните в паспорте. В паспорте не должно ничего храниться, кроме ваших данных. Единственное, что вы можете сделать, это подложить там, где ваша фотография, купюру. Лучше доллар. Я, например, ложу доллар. Вот где моя фотография в паспорте, я туда ложу доллар обычно. Это притягивает ко мне деньги. Проверено. Потому что, еще раз говорю, если ты там находишься, это твое, твоя биография, твоя жизнь, то это все идет к тебе. Вот это область из наномагии. То есть это область новой магии, современной магии, которая приспособлена. Естественно, все взято из древности. Ничего нового такого не изобретается. Это все взято из древности. Люди ложили под подушку, ложили под свои вещи, ложили под свою рубаху деньги, да, хранили там. Считалось, что это притягивает к себе, к ним, то есть деньги, потому что это моя энергия, я ношу эту рубашку. Люди старались свои вещи не отдавать нехорошим людям или людям, к которым они плохо относились, или которые к ним плохо относились по той причине, что их деньги, их благополучие уйдет к этим людям. Да? Это все взято из древности, просто осовременено. Поскольку, еще раз говорю, что, скажем так, вот, знаете, напоминает это вуду. Очень многое вуду связано именно с театрализованным вот этим представлением. Создается некая реальность в голове, потом эта реальность перемещается, перекладывается на судьбу человека. То есть для того, чтобы привлечь любовь, привязывали мужчину и женщину лицом друг к другу, ну, мужа и жену. Для того, чтобы он оставил любовницу, привязывали любовницу спина к спине к мужской кукле. И вот так получалось, что он все время лицом к жене и попой к ней. В конце концов, это приводило к разрыву, к уходу мужчины от любовницы домой к жене, потому что он лицом к лицу привязан к жене. Вот в то время куклы сшивали. Сейчас эти куклы можно купить. Они должны быть как можно больше из материала естественного. Если там пластмасса, то как можно меньше пластмассы. Там волосы сшивать туда, в эту куклу. Заворачивать рубашку мужа и жены и так далее. То есть в современном виде, но делать по-древнему, да, по старинке. Чинно, благородно, как положено. То же самое. Если в древние времена людям приходилось ехать далеко, за много тысяч километров, чтобы найти человека, женщину, которая поможет, в данный момент есть сообщения, есть WhatsApp, есть Viber, есть телефонные сообщения, есть сайты. Через этот сайт, через эти чаты можно взять фотографию человека, который отправляет, распечатать человек, то есть его фотографии, его цвет волос, цвет глаз и так далее. Это все передается информация от этого человека. В конце концов, можно отправить рубашку. Мне отправляют иногда, я прошу, есть такие работы, где нужно непосредственно взять вот что-то, какую-то часть от человека, то есть его рубашку, в которой человек спал несколько ночей, потом это все отправляется мне, и с этой рубашкой я работаю. Сейчас современный мир, и для того, чтобы получить помощь, не обязательно ехать за 1 000 000 километров. Можно отправить это, можно написать, можно попросить через интернет и так далее. Это тоже относится к наномагии. Кроме того, я говорила, что духи вездесущие, силы в том числе. Если человек концентрирует в голове, то есть человек непростой, да, имеется в виду человек, который практикует, концентрирует в голове образ того, кому помогает, и через фантом это очищает, через фантом насылает. Ведь ведьмы говорили, что ведьмы летают. На самом деле они не летали вот прямо на метле, но есть такое понятие, как астрал. Перемещаться, концентрироваться. Ведь как я у вас вижу, например, что у вас дома находится, да, где что стоит и так далее. Я смотрю сквозь стены. Это называется перемещение. Я определенным видением или отправкой какой-то частицы своей в дом этого человека вижу обстановку его дома, вижу обстановку его семьи там, и так далее, что где стоит, какого цвета и прочее.
Вот это древний метод, но он работает и сегодня в том числе. Так вот, я буду показывать и дарить ритуалы наномагии, то есть современной новой магии. Древние, но приспособлено к новизне, к новым технологиям. Понимаете? Можно навестить на человека что-то, а у него будет лопаться постоянно эти, скажем, лампочки, у него будет все пригорать, у него постоянно будут убытки. Лампочки и прочее – это современные технологии, их не было в древности. Но если ты наводишь что-то в дом человека, ты можешь навести на современные технологии. У него может телевизор лопнуть ни с того ни с сего и причинить ему урон или напугать до смерти. После этого он тебя больше не тронет. Понимаете? То есть магия, она не должна стоять на месте. Магия должна идти в ногу со временем. Она должна развиваться. Если есть определенные новые технологии, то можно с ними связывать определенные ритуалы. Точно так же связывать, а как же делают порчу на машину? Или наоборот, если машина куплена от человека, и там, скажем, была смерть, да, и чувствует, что постоянно какие-то неудачи с этой машиной, наговаривают на эту машину, закрепляют там некий заговор, то есть очищают это пространство. Ведь это делается. Если на машину наводят порчу, человек разбивается, умирает. Если наводят порчу на ту же самую, там, любое средство передвижения, это значит, что магию можно применить к любой современной технике, правильно? Это значит, что эта сила работает с любой силой. Ведь все, что вокруг нас, это энергия, та же самая энергия, просто эти энергии сейчас создали какие-то современные технологии, там самолеты, подводные лодки и так далее. Но это та же самая энергия, она точно так же может быть под воздействием тех сил, которых мы вызываем. Итак, что означает наномагия, я вам объяснила. Я буду дарить вам ритуалы из современной магии, то есть связаны с современными технологиями, с тем, что, чего не было в древние века, взять за основу поверья, скажем, заговоры и прочее, да, это все строить на том, что было в древние времена, и осовременить, то есть связать с теми предметами, которые у нас находятся в данный момент вокруг нас, сейчас, в нашем современном мире. Я надеюсь, что сегодня у меня будет время, я вам один такой ритуал из наномагии предоставлю. Всем удачи!